Коварная подножка «Газпрому». Кто заменит на европейском рынке российскую компанию? Смена власти в одной из ключевых стран ЕС. К управлению пришло правое правительство. Скандал. Почти половина бюджета на обслуживание займов. Что будет, если экономика не выдержит? Мороженый оккупант. Луганские десерты штурмуют полки Беларуси и Узбекистана. Почему это опасно? В Петербурге собирают киборгов. Отбор стартовал еще в 2022. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Самолет российских спецслужб прилетел в Минск. На фоне информации о секретном визите спецпредставителя Дональда Трампа это может быть не просто совпадением. Вероятно, на борту находится кто-то из руководства российских спецслужб. Этот же самолет уже прилетал в Минск во время встреч с главами служб безопасности и спецслужб стран-членов СНГ. Мы говорили с вами в предыдущих выпусках о том, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог действительно рассматривает возможность поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко. Источник, сразу 4 собеседника, знакомые с планами. Будем ждать деталей. Война между Израилем и Ираном выходит на новый уровень. Израильские ВВС нанесли удар по одной из ключевых структур режима Аятолл – штаб-квартире внутренней безопасности Ирана. Именно эта структура считается главным репрессивным инструментом верховного духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Реактивные самолеты ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, главное репрессивное оружие иранского диктатора. Как мы и обещали, мы будем продолжать портить символы власти и наносить удары по режиму Аятоллы повсюду. Это уже не точечные удары, это системное уничтожение инфраструктуры и безопасности Ирана. Операция армии обороны продолжается с 13 июня. По данным израильских источников, за все время нанесено около 250 ударов, поражено более 700 целей, уничтожены десятки офицеров и специалистов, связанных с ядерной программой. Дональд Трамп, президент США, к вопросу подключился и снова предложил ввести в процесс Путина, с которым он, к слову, накануне разговаривал по телефону. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом. Путин никогда бы этого не сделал. Я вот вчера с ним говорил и сказал, он, кстати, предложил помощь в качестве посредника. Я ему ответил, окажи мне услугу, будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо? Я сказал, Владимир, давай сначала разберемся с Россией, а этим можешь заняться потом. 2 очень простых слова. Очень просто. Безусловная капитуляция. Но в Тегеране тоже отвечают очень сильными ударами по Израилю, а также громкими словами верховного духовного лидера. Иранский народ, как и раньше, твердо противостоит навязанной войне и навязанному миру. Иранский народ не сдастся никому перед лицом принуждения. Умные люди, которые знают Иран, знают иранский народ, знают историю Ирана, никогда не произнесут таких слов. Сдаться кому? Иранский народ не может сдаться. Мы никому не подчинялись и не примем никакого подчинения, и мы не подчинимся никому. Такова логика иранского народа, таков дух иранского народа. В Госдуме наконец-то признались, что Путина народ России не выбирал. Правда, говорят, выбрал его Бог. Правда, куда там народу России? Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002, по-моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал, представь себе, вот кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие? Это серьезное соображение. Это говорит о серьезности того, с чем пришел этот человек руководить огромной великой страной. К
Космос – дорогое удовольствие. Путин запускает мегапроект и ставит на это огромные деньги. Он подписал нацпроект «Космос» с бюджетом в 4,4 триллиона рублей до 2036 года. Это одна из самых дорогих госпрограмм последнего десятилетия. Цель не просто летать, а занять почти треть мирового рынка запусков. В планах вывести на орбиту более 1000 спутников, создать свою систему интернет-покрытия, которая называется «Рассвет», и резко снизить цену запусков. Речь идет о 200 тысячах рублей за килограмм, в 2 раза дешевле, чем сейчас. Частный бизнес тоже хотят втянуть. Долю инвестиций обещают поднять с 5 до 35%, а госпредприятия частично передать под управление компаниям. Но пока все это больше похоже на презентацию, чем на реальный прорыв. Рынок сырой, частников мало, деталей нет, а в Роскосмосе и вовсе хранят молчание. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Жесткий разнос в парламенте, деньги в бюджете есть, а результата нет. Депутаты обвинили правительство Казахстана в системных провалах, миллиардных нарушениях и неэффективных расходах. Формально отчет по бюджету 2024 года приняли, но по сути это сигнал: страна тонет в финансовой неразберихе. Там говорят, что значительная часть средств, особенно по приоритетным направлениям, не дошла до конечного результата. Это настоящий кризис доверия между принимаемыми документами и реализуемыми действиями, кризис доверия между обещаниями и политикой исполнения этих обещаний. Почти 1,7 миллиардов долларов нарушений выявил госаудит. Это почти вдвое больше, чем год назад. Ну и практически треть – это прямые финансовые нарушения. Остальное – потери из-за бездействия, затянутых проектов и провальной логистики. Обслуживание госдолга – 41% всего бюджета. Для сравнения, в 2023 было всего 28%. То есть почти половина всех денег страны уходит просто на обслуживание займов. Польша делает решающий шаг к газовой независимости от России. 593 миллиона долларов, именно столько получит Варшава на строительство первого в стране плавучего терминала сжиженного газа в Гданске. Деньги дает Госбанк BGK, а реализует проект компания Gaz-System. Это не просто стройка, это удар по монополии Газпрома. Вместе с расширением терминала в Свиноустье Польша сможет покрывать почти половину своих потребностей в газе без России. Речь о более чем 8 миллиардов кубометров в год. Это серьезный объем, а главная гибкость. Плавучий терминал можно подключить к любым мировым поставщикам, от США до Катара. Все это вписывается в новую стратегию. Польша становится энергетическим хабом Восточной Европы. В РФ на экономическом форуме решили собирать киборгов, и попадут под такой апгрейд самые незащищенные слои населения. Я думаю, что киборгами будут, как ни странно, первыми настоящими люди, которые сейчас получают протезы, то есть ампутанты. Дело в том, что сейчас бионическое протезирование входит в эпоху, когда протезы будут с очувствлением. Да? То есть это не просто протез, которым мы можем что-то взять, перенести, подвигать. А это будут протезы, которые срощены с нашей нервной системой. Отличный повод снова отправлять в бой тех, кто потерял конечности, то есть стал еще сильнее. Ну и куда без украденных артефактов. На форуме показали известные куклы Лабубу, правда, испорченные лицами российских политиков. Здесь у нас Дмитрий Медведев, Песков. Правый удар по демократии. Правоцентристское правительство меньшинства пришло к власти в Португалии. Новое правительство – старая проблема. В стране официально вступил в должность премьер-министр Луис Монтенегро и его правоцентристская коалиция «Демократический альянс». Но большинство в парламенте они так и не получили. То есть власть, получается, у меньшинства. Мы должны бороться за Португалию, которая создает достаточно богатства, чтобы стать ликвидным участником Европейского Союза. Я всегда отстаивал эту позицию, и она не кажется мне недостижимой. Это очень амбициозная цель. На это уйдет время, да, но это и есть цель такого проекта. Правительство выжило после попытки коммунистов заблокировать его программу. Попытка там провалилась, у коммунистов всего 3 мандата из 230. Остальные оппозиционеры, социалисты и ультраправая партия Чега решили не мешать, позволив новому Кабмину стартовать.
Мороженое от террористов, пока в Луганске звучат взрывы. На Петербургском экономическом форуме дегустация. Луганский хладокомбинат, крупнейший производитель мороженого в так называемой ЛНР, анонсировал планы выхода на рынки Беларуси, Казахстана и Узбекистана с 2026 года. Продукт выходит под маркой «Королевское ваше вкуснейшество». Ни много ни мало. Мы только-только вышли на территорию России и расширяем дистрибуцию, представленность именно на территории России. Мы фактически присутствуем во всех федеральных сетях. Следующий год у нас по планам выход на другие рынки. Какие? Пока близлежащие Узбекистан, Казахстан, Беларусь. Речь идет о продукции из оккупированной территории, которую Кремль называет новыми регионами России. Теперь ее пытаются легализовать на внешних рынках через партнеров по Евроазиатскому экономическому сотрудничеству. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца. И спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Прекрасного вам дня и продуктивного тоже. На этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.